Hi everybody, how are you? Thank you for coming tonight. Всем привет! Спасибо, что пришли. Sorry I'm late. Извините за опоздание. 30 years. 30 лет. На 30 лет опоздал. Okay. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы в отношении вашего творчества посвятить это миру во всем мире? What plans to contribute to the world? To be a musician is to be an entertainer. Быть музыкантом значит развлекать мир. To give some relief from the serious aspects of life. Облегчать серьезные аспекты жизни. To try and transmit positivity and optimism. Стараться передавать оптимизм и позитивные, положительные эмоции. With my lyrics for the last 34 years, I've tried to project. За последние 34 года я старался это делать, я старался это показать. And to maintain a positivity. И сохранять положительные эмоции. And that is my gift. Это мой талант, это мой дар. There's nothing special about it. И ничего особенного в этом нет. It's just that it was a magical time and it still is. Это только талант. Альбом Dreamland в основном состоит из песен, которые вы уже исполняли за все свое творчество. Почему именно сейчас вы решили создать альбом кавер-версии? Well, Dreamland is not, they're not covers. They are a visitation. Альбом Dreamland это не кавер-версия, это Yeah, after, when I was 17, I made my first record. Когда мне было 17 лет, я первый раз делала свою запись. That was more than 10 years ago. Это было больше, чем 10 лет назад. So I figured it's okay now to be a bit indulgent and to do something for me. И почему бы не делать что-нибудь для себя? Amen. Два вопроса. Один, не могли бы вы назвать несколько имен, которые наиболее сильно повлияли на вас? Не обязательно музыканты. Elvis Presley, when I was a kid, he was so removed from the English mind. Конечно, это Элвис Пресли. Когда я был ребенком, он так глубоко сидел в умах английских людей. He drew his influences from black music. Его влияние шло из негритянской музыки. And he brought to music a blatant sexuality. Он привозил не только негритянские мотивы, но и сексуальность. And I just thought he would come down from the stars. И я считала, что он спустился с небес. Nice phone. Прекрасный звонок мобильного телефона. I also think a lot about Howlin' Wolf. Я также очень много думаю о Холли Вулфе. And now I have influences from all over the world, people who impress me. А сейчас на меня влияют все люди, которые что-то из себя представляют. When I was a kid, we were not aware of music from anywhere apart from England and maybe America. Когда я был ребенком, мы ничего не знали о музыке, которая была за пределами Великобритании и Америки. But now there is consistently more and more of a fusion between people of different countries.
А в настоящее время люди более теснее работают и сотрудничают, люди разных стран. So I'm always influenced every day by something new. На меня каждый день что-то новое влияет. Although we all live by nostalgia, that's why I'm here. Мы все живем благодаря ностальгии, именно поэтому я здесь. I look forward more than looking backwards. Я чаще смотрю вперед, нежели назад. Извините, Роберт сказал, что он опоздал на 30 лет, а вот во времена, в золотой период творчества группы Led Zeppelin, он хотел бы приехать в СССР, и знал он, что его здесь так любят. И какие впечатления от этой поездки сейчас, когда он приехал, впечатления? Okay, so you just told the guests that you can wait to this. And during the time of the time of Led Zeppelin, did you want to come to the US to talk? And what's the impression of what the people know? Well, yeah, I mean, there is, for English people, Russia, the USSR, has always been exotic. Для англичан Россия, СССР, всегда была страной экзотической. It's ironic that people from different countries have these amazing imaginations of other countries. Очень смешно, что люди представляют так иронично другие страны для себя. So we wanted to come here, obviously, but we also wanted to go to Brazil, to Italy, to Indonesia, to India, to North Africa, and we couldn't go to any of these countries. Конечно, мы хотели приехать в СССР, но мы также хотели приехать в Бразилию, в Италию, в Новую Зеландию, но мы не могли. And now, А сейчас, even though I'm timeless, I can't go to everywhere yet. даже если бы у меня не было лимита времени, к сожалению, я не могу ездить везде. But Paige and I we were very interested in the underground movement in the USSR during the other times. Но, конечно, в свое время мы были очень заинтересованы культурой СССР. And we waited, and slowly everything has changed, which is... Мы ждали, и, конечно, все медленно изменяется. Thank God. Я ответила на ваш вопрос. Роберт, в одном из интервью было сказано, что цель нового проекта – это поймать душу музыки. В чем сейчас душа музыки Роберта Планта? Okay, in order to the aim of the album is to catch the souls. Okay, what is your general music? I don't know whether if I said that, okay, I can't remember, but I think these songs at this moment for me and the way that my band play them is a huge freedom which I haven't experienced for a long time. Я не помню, что я это сказал относительно души музыки, но для меня и моей группы песни, они представляют собой свободу, которую я чувствую в каждый момент времени. The spontaneity and the power inside the performance is something very fresh, which I haven't seen anywhere else. Спонтанность и энергия представления – это что-то очень свежее, но я не видел ничего. I read in the paper today in Finland Сегодня в Финляндии я читал в газете, that my voice had never been so powerful. что у меня никогда не был столь сильный голос. And I think it must be obvious that when you're really happy doing something, И, вероятно, это случается тогда, когда ты счастлив от того, что ты делаешь. you do it really good. И ты делаешь это действительно хорошо. Okay, could you please tell us some words about your plans about visiting? I'm so excited to be here, and I have to wait for my agent, Mr. McSween, from the north of Scotland,
who knows this town very well, to take me. Я настолько рад, что я тут, но, к сожалению, я должен ждать моего агента, который очень хорошо знает Санкт-Петербург. Я ответил. А чем Джимми Пейдж занимается сейчас? Они не действия, не планируете ли вы в дальнейшем какое-то совместное творчество? Возможно ли реформация в этом, хоть в каком-то виде? Фанаты очень многие ждут это от вас. That's a long question. Okay, so what is Jimmy Page doing now? Okay. I can call him now. Shall I telephone? Я могу ему позвонить. Сделать это? Давайте. Do Конечно. you want to hear him on the microphone? He told me to fuck off and just say go away. Он меня просто пошлет. Jimmy Page is working very hard. Джимми Пейдж очень сильно много работает. Yeah, he's painted the bathroom and the kitchen. Он покрасил стены в ванне и на кухне. No, I'm joking. This is. Конечно, это шутка. Last time somebody asked me a stupid question. В прошлый раз кто-то тоже задал мне этот тупой вопрос. I was with Jimmy Page in Paris. Я буду с Джимми Пейджем в раю. At the beginning of the unleaded no quarter project, we had a press conference in Paris. У нас была пресс-конференция в Париже. And a journalist stood up and he said, "Where is John Paul Jones?" Один журналист встал и спросил, а где Джон Пол Джонс? And I said, "He's parking the car." И я сказал, он припарковывает свою машину. He never spoke to me again. После этого он никогда со мной не разговаривал. So Jimmy's now, you want the truth? Хотите правду? He is finishing the work on a double DVD Led Zeppelin live. Сейчас он работает над DVD «Жизнь Led Zeppelin». With some of the strangest haircuts the world has ever seen. Он работает над записью некоторых проектов, которые до этого момента не были известны. And some great music. No, you go away. Next, over here. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Aren't you going to create detailed thought No. Нет. Нет, why should I? Зачем? Зачем мне это надо? Nobody's asked me. И никто меня об этом не просит? Nobody wants me. Никто не хочет? But I'll be okay. Но со мной все будет в порядке. Я больше два вопроса буду задать. Это возможно. So Первый вопрос. this Когда происходит революция, революционеры не всегда довольны тем, что потом получается. Когда они стабильны, скажем так, росли. В свое время рок-н-ролл тоже была революция, и группа Led Zeppelin была революционером. То, что они сделали, и то, что сегодня происходит с рок-н-роллом, после того, как прошло много лет, довольно тем, что он видит вокруг. То, что делают молодые, скажем, рок-н-ролл. Тут попроще. Да. Нравится ли ему то, что происходит в этот момент рок-н-ролла? Касаясь современных молодых групп. You know, every generation needs their fix. Каждому поколению нужно что-то устойчивое. So when I mentioned Elvis, I wasn't joking. Когда я упоминал Элвиса Пресли, я не шутил. Because I am my age. So for this contemporary time, И когда я упоминал Элвиса Пресли, я не шутил, потому что я в своем возрасте, а в настоящее современное время. the youth culture needs their heroes in the same age group. Современная молодежная культура, ей нужны герои своего времени, своего возраста.
And just as the 1980s were Led Zeppelin clones, А 80-е был только Led Zeppelin и еще раз Led Zeppelin. there are still some Led Zeppelin clones, but now most come from Seattle. Сейчас до сих пор есть Led Zeppelin, но в основном все идет из Сиэтла. So now Pearl Jam have become a classic rock band, and they're getting old. Pearl Jam стала классической рок-группой. And there are so many bands that use the same construction in their music as Nirvana and Pearl Jam. И также сейчас есть очень много рок-групп, которые используют ту же структуру, такие как ту же формацию, такие как Nirvana. Yeah, very often songs begin quietly and then they explode. Очень часто случается так, что сначала звуки идут медленно, а потом вспышка. This was a technique used by composers, classical composers, to keep their audience awake. Это технологии, которые используют композиторы для того, чтобы все время держать аудиторию на чеку. Haydn wrote a piece called The Clock Symphony. And Linkin Park, Limp Bizkit, Drowning Pool. It's the Clock Symphony. It's all coming from the same nest. Роберт Плант перечисляет журналистов, которые... Sorry. Next. Пожалуйста, следующий. No, somebody fresh. Young lady there, come in, yes. У меня такой вопрос. Недавно в интервью журналу «Можи» Роберт Плант не очень лестно отозвался о бывшем рок-менеджере Ричард Коул. Его описание жизни Led Zeppelin, который называется «Stairway to Heaven». Что он думает о Росс Кларк и произведении «Breaking and Making Records»? Стоит ли это переводить на русский язык и публиковать? Насколько это будет интересным планом? Насколько это справедливый рассказ? Do you want them to ask me slowly? Пожалуйста, повторите вопрос. In English or in Russian? No, in Russian, please, because you sound much better. It's beautiful to hear you talking like that. What about Richard Cole in Russian? Okay, well, Richard Cole said that it's... No, in Russian. Ну что это неправда? Yeah, that's perfect. The book. Yeah. Stairway to Heaven book? Yeah. I haven't read it. Я ее не читала. Но вы сказали в журналу «Можи», что вам не нравится. But in the interview to the magazine, you told that you didn't like the book. I didn't like him. Я не люблю его. А что вы думаете о Росс Кларк, которая написала другую книгу? What do you think about Ross Clark? He wrote another book. I don't know. Breaking and Making Records about Led Zeppelin. I never saw it. Great Я ее не pictures. читала, не видел. No, I don't know it. Она широко... Is it a comic, a cartoon? Это юмористическая книга. Is it a sex manual? Что-то вроде секс-меню. Then I don't know it. Ну, тогда я не знаю. Как вы относитесь вообще к публикации материалов по Led Zeppelin и пост-ледзеппелиновской карьере каждого из вас здесь, в России? Нам очень интересно получать информацию о вас. Кого бы вы рекомендовали из авторов? Okay, what do you think about publications on Led Zeppelin or the situation of Led Zeppelin time? As a local are very interested in the records who write these publications. Who could you recommend to our friends? The majority of the books written about Led Zeppelin Ну, это большинство книг, которые написаны про Led Zeppelin. are written by people who wanted to make И книги написаны людьми, Money. которые хотят делать деньги. Consequently, the journalism is dreadful. Журнализм это ужасная вещь. It would be impossible for any one person to be at all the things that happen in the books. В книгах не всегда пишут совершенную правду.
unless they have a fantastic appetite. И у них фантастический аппетит. So I cannot recommend anything. Я бы не рекомендовал ничего. Скажи мне текст группы Led Zeppelin с переводом на русский язык, без комментариев. Most of it is dreadful crap. I recommend nothing. Я бы ничего не рекомендовал. It's a shame because if you read about some, maybe Tchaikovsky, you read drama and you read a life. Это ужасно, что вы, когда вы читаете о каком-то человеке, например, Чайковском, вы читаете драму, вы читаете про жизнь. With all the dynamic of pain and pleasure. Со всей динамичностью и ее удовольствием. But rock and roll bands are not people who live dramatic lives. А группы, играющие рок-н-ролл, это не люди, которые ведут драматический образ жизни. And if they do, they keep it very quiet. И если они действительно живут по-драматически, то это делают они очень тихо. Are you still there? Yes. I can't see you, this guy's in the way. Can you move your camera out of the way, mate? Memoirs, I can't remember anything. Я ничего не помню, что касается. It's more convenient. Это более удобно. I have no past, no history. У меня нет прошлого. Я хотел спросить, гастроли Роберта поддерживает водка дипломат. Любит ли он сейчас водку? И любил ли когда-нибудь он ее по-настоящему, так как любим ее мы? I can't leave it alone. Я не могу. Every country, the aquavit, schnapps, eau de vie, everything for the degustation. Значит, в любой стране, где я провожу туры, я провожу курс такой дегустации. And it gives me the facility to remember nothing. И это дает мне возможность ничего не помнить. So I'm permanently innocent. Я постоянно в таком состоянии. Роберт сказал, что он не любит поворачиваться назад, смотрит вперед. Давайте поговорим о том, что дальше. Был почти фолковый проект, сейчас музыка 60-х. Что собирается делать дальше? In January I'm going to Timbuktu with the two guitarists I play with. Сейчас я в группе с гитаристами, с которыми я работаю. There is a festival in the desert in Mali. Значит, будет фестиваль в пустыне страны Мали. It began about 4 years ago in an attempt to create peace between the Tuareg tribes and the government of Mali. Этот проект начался около 4 лет назад, и он направлен, цель его это воссоздание мира и есть. There are some amazing musicians there, fantastic. Там работают очень потрясающие музыканты, работа просто фантастичная и интересная. So it's becoming more and more renowned and famous. И эти музыканты, они становятся все более и более известными. And the music there sounds like the blues, like the very beginning of all music that came from Africa. А музыка, которую они играют, похожа на блюз, на... And it has a magic, an exoticism, which is lost in Western music. И она имеет какой-то магическую экзотику, которой нет, к сожалению, в западной музыке. So that's the musical thing. February I make a new record. В феврале у меня будет новая запись. March I play tennis. В марте
марте я играю в теннис. April and May, my team go into the Premier Division in England by winning the league. А в апреле и мае моя команда, моя группа едет в Premier Division. Good girl. But I don't work on weekends. Ну, я не работаю в уикенды. Можно ли говорить о том, что следующий альбом будет выложен в африканском стиле? Вот о чем речь. Какой музыки ждать? Планта, завтра. Вот о чем речь. Probably like the Hives. I really love the Hives from Sweden, and my friends from Primal Scream have a big influence on my music, and so does everything I've ever done before, if I remember. So anything can happen. Музыка будет похожа на такую музыку, которую я делал раньше. I'd like to get into the charts. I hear it's nice there. I'd like to go into the charts, into the hit parade. I hear it's very Я бы nice. хотела опять завоевать хит-парады, мне там очень нравится. Okay. Вам сказали, что концерт состоится особенно. The peculiarity is me. Я и I think, I don't know, and the other guys are crazy too. The music is very different. Oh yeah, and sometimes in the bath. Иногда я пою песни Led Zeppelin, когда я в ванне. Please. Насколько сильно, на ваш взгляд, давление современной синтетической музыки на тяжелый рок или наоборот? Influence. Oh yes. Да. Yes. Absolutely. The two of the guys who play with me are from a group called Portishead, who are very respected in a very contemporary music form. Два человека в моей команде, они играют эту музыку, и они очень известны, уважаемые в мире современной музыки. And one of the guys came from a group called Jar Wobble. И один из парней, он пришел из группы Jar Wobble. And the bass player from Jar Wobble was with Public Image with John Lydon from the Sex Pistols. So it's a very different combination of very contemporary thinking. Tomorrow night you will hear music coming from a lot of places on the planet. Завтра вечером вы услышите музыку, которая разных стилей, и она представляет разные ощущения и совсем другого звука. But it will be very powerful. Это будет очень сильно. I hope. Я надеюсь. Can I congratulate you all on the most fantastic telephone ringings? Чей телефон это звонит? Потрясающий телефон, я поздравляю владельца этого телефона. In England they're really bad. В Англии это дурной тон. Adam. It's very difficult. Очень трудно ответить на ваш вопрос. I love Marrakesh Я люблю Марракеш. in Morocco. Марокко. I've learned to speak pretty good, and I can speak French, and there is a humor, a sense of humor. Я учу французский и довольно неплохо говорю по-французски. И есть юмор. And a sense of irony. И такая чувственная ирония. But I have a lot to learn. I've only just arrived here today, so maybe, I don't know, you know. И очень много чему поучиться, поэтому, может быть, я приехал сюда.
I wonder if my agent could leave his phone alone. Пожалуйста. No, I'm only joking. Is that true? Something for lunch? Dinner? Okay. Мистер Плант, один вопрос. В последнее время вы очень много обращаетесь к фолк-музыке. И какая фолк-музыка вас интересует больше всего? И как это удается сочетать с традиционными рок-н-ролльными формами? Well, Led Zeppelin was born in 1968. On Led Zeppelin's first album, there was Babe, I'm Gonna Leave You, Your Time Is Gonna Come, and Black Mountainside. И в первом альбоме Led Zeppelin было велико влияние негритянской музыки. All the way through my career, there's been a combination of different styles of music. И в течение всей моей карьеры было определенное сочетание различных течений музыки. The only real reason to sing is to be stimulated. И единственная причина, чтобы петь, это чтобы был какой-то импульс это делать. So you have to make really good combinations of style. Вы просто обязаны делать хорошие, настоящие комбинации стилей и сочетания стилей. If every album was an extension of the previous album, it would be incredibly boring and I would be selling cars. И если каждый альбом будет как бы продолжением предыдущего, то это будет ужасно скучно. Good cars. Какой из музыки обращается сейчас чаще? New York folk. Нью-Йоркская фольклорная музыка. Скажите, пожалуйста, а концерт в Москве будет принципиально отличаться от концерта в Санкт-Петербурге? We decide every night 5 minutes before we play what we do. Мы каждый перед концертом, за 5 минут до концерта, мы решаем, что делать, так что посмотрим. Mostly stuff by this time by Black Sabbath and Deep Purple. We won't be playing that. And one more. Да, и последний вопрос. The man at the back hasn't said anything yet. Да, пожалуйста. Yeah. Мистер Роберт Планта, скажите, пожалуйста, альбом Led Zeppelin 3, песня «Микрофон» начиналась «We come from the land of ice and snow». Не являетесь ли ваши предки выходцами из России? I should think so, yes. Yeah, I feel already like I'm coming home. Vodka, good telephones. Мне кажется, что я уже на родине. Водка, мобильные телефоны. Ugly women. Yeah. Ужасные женщины. Sorry. Извините. I'm home. Я дома. The song was written when we went after Led Zeppelin played in Iceland. Эта песня появилась после того, как Led Zeppelin из Исландии. We were invited by the government of Iceland Нас пригласило правительство Исландии, to be cultural guests. чтобы мы были гостями на культурном событии. Unfortunately, they invited the wrong people. И, к сожалению, они пригласили не тех. We experienced hospitality, Да, мы действительно почувствовали гостеприимство, which is yet to be surpassed. которое было не активно. I think John Bonham met Miss Iceland in 1930. Я думаю, что Боннем встретил Исландию в 1930 году. No, it wasn't. It's John Paul Jones. Конечно, это была шутка. Okay, thank you very much.